Добрый день, уважаемые друзья, зрители и подписчики. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 19 июня 2026 года мы подробно разберем один из ключевых процессуальных вопросов, который сейчас активно обсуждается в контексте громкого, резонансного, уголовного дела по обвинению в убийстве Ирины Фарион. Сторона обвинения и потерпевшая сторона настойчиво утверждают, что суд якобы не обязан перед каждым судебным заседанием проверять полномочия участников процесса, в частности защитников. Такое заявление звучит очень странно для людей, которые по долгу службы должны знать уголовный процесс. Поэтому давайте вместе разберемся, насколько эта позиция соответствует действующему законодательству. Мы будем опираться исключительно на нормы Уголовного процессуального кодекса Украины, без эмоций и домыслов, только буква закона. А перед этим я предлагаю вам посмотреть важную запись разговора, который произошел прямо в зале судебного заседания Шевченковского районного суда города Львов. В нем Лариса Криворучка, адвокат Вячеслава Зинченко, пытается объяснить Наталье Романек, адвокату Софии Особы, а также прокурорам Дмитрию Петлеваному и Олене Данилів, что проверка полномочий участников процесса, включая адвокатов, должна проводиться судом перед каждым судебным заседанием. Однако реакция представителей обвинения и потерпевшей стороны показала, что они либо не понимают этой элементарной обязанности, либо сознательно ее игнорируют. Давайте посмотрим эту запись, а после я продолжу подробный разбор. А після того, дивіться, закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Якщо у адвоката, я зацитувала, якщо мова. Так от, до суду ми зараз йдемо. Адвокат з зупиненим свідоцтвом має право здійснювати захист, так або ні? Пані Ларисо, ви підміняєте поняття. Ми зараз не одне логічне питання просте. Адвокат з зупиненим свідоцтвом адвоката має право бути захисником кримінального? Ми зараз ні. слухаємо від адвокатів. Якщо суд, правда, якщо суд то суд, яка норма зобов'язує? Не перебивайте, будь ласка, у нас же не монолог правильний. Ви кажете, я кажу по черзі, ми ж не на базарі, правильно? Ми в залі судового засідання. Давайте так. Я обираю з вами не спілкуватися, бо маю таку розкіш обрати свою розмову. Маєте таку розкіш, безумовно, але ж я розумію, і ви тільки що озвучили, що адвокат з зупиненим свідоцтвом в кримінальному провадженні захисник не може. І ви тільки що і мені чесно, як колега колезі, чесно, чути отакі пояснення, що, в принципі, під час вступу адвоката так суд зобов'язаний, а далі суд не зобов'язаний. І адвокати з зупиненим свідоцтвом мають право здійснювати захист. Серйозно? Ви тільки що сказали в кінці, що немає права. Ні, цього не сказала. Я запитала, яка норма зобов'язує суд щоразу перевіряти. Назвіть мені норму, і я визнаю свою колега з повагою. Нема? Закону Конституції. Читайте закон, Конституцію, адвокатську частину. 19 стаття Конституції. А при чому це 19 стаття Конституції? Тому що... Яка частина? Це щодо державних органів, які щодо державних керуються органів. виключно законом. Так от, для суду закон це КПК. Тобто,
Я правильно розумію? А що нам каже частина 4 та 5 статті 9 КПК? Кримінальне провадження застосовується з врахуванням практики Європейського суду. В разі, якщо норма, в разі, тихонечко, цього кодексу суперечить міжнародному договору, що застосовується? Візьміть під зеркало, подивіться. Так от, що застосовується міжнародний договір. І соромно, коли адвокат каже, що якась там конвенція. Мені, наприклад, соромно було це від вас чути. Дякую. Нам соромно за таку адвокатську етику в нас в Україні. Соромно. Да. Ти хто така? Соромно ви. Нам стати. Вот, друзья, посмотрели мы эту видеозапись. Прямая норма закона. Статья 342 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открытие судебного заседания. Часть 2 в действующей редакції. Секретар судового засідання доповідає суду, хто з учасників кримінального провадження прибув у судове засідання, встановлює їх особи, перевіряє повноваження захисників і представників. Эта норма является императивной, обязательной. Она не носит рекомендательный характер. Закон требует проводить такую проверку в подготовительной части каждого судебного заседания, независимо от того, первое это заседание по делу или 10-е. В статье нет ни слова о том, что достаточно проверить полномочия только при первом участии адвоката. Таких исключений законодатель не предусмотрел. Друзья, почему это важно? Потому что в уголовном процессе без регулярной проверки суд рискует допустить к участию в процессе лицо, которое не имеет на это права, а это уже прямое нарушение конституционного права на защиту и права на справедливый суд. А теперь вернемся к конкретной ситуации в деле Фарион. Лариса Криворучко заявила отвод всей судейской коллегии. Именно по тому основанию, что суд не выполнил свою обязанность, не проверил полномочия защитников, в частности Игоря Сулимы и Владимира Вороняка, и допустил их к участию в судебном процессе без надлежащих подтвержденных полномочий. Однако суд отказал в удовлетворении этого заявления Ларисы Криворучко об отводе. Что это значит, друзья? Сам по себе этот факт отказа в отводе очень красноречив. Он говорит о том, что либо судьи не считают для себя важным соблюдать требования закона о проверке полномочий участников перед каждым заседанием, либо суд абсолютно не понимает, что, допустив к участию в процессе адвокатов без соответствующих полномочий, он грубо нарушил закон. В любом случае, это может свидетельствовать о том, что данная судейская коллегия просто не обладает соответствующей квалификацией, либо, и на мой взгляд это наиболее вероятный вариант, суд просто-напросто прикидывается идиотами.
Они рассчитывают на то, что те, кто следит за процессом, ничего не понимают в процессуальном праве и пытаются впарить обществу любую туфту, надеясь, что украинское общество тоже является сборищем идиотов, которым можно продать любое нарушение под видом нормальной судебной практики. Если судьи не знают или не хотят выполнять такие элементарные требования Уголовного процессуального кодекса, то мы вынуждены констатировать наличие неквалифицированной судейской коллегии. К сожалению, это не единственная проблема в данном деле. По заявлениям защиты в материалах присутствуют признаки фальсификации доказательств и другие серьезные нарушения. А теперь еще и судьи, которые, похоже, не владеют базовыми нормами процесса. Кто должен нести ответственность за такое положение дел? В первую очередь, председатель суда и Высший совет правосудия, который обязан обеспечивать высокий профессиональный уровень судейского корпуса. Особенно недопустимо такое отношение в резонансном деле, которое находится под пристальным вниманием общественности. Это не рядовое бытовое дело, это дело, по которому суд будет выносить решение именем Украины. И от качества этого процесса зависит доверие граждан к судебной системе в целом. Более того, председатель суда Петр Невойт в одном из заседаний, председатель коллегии, прямо заявил, что русский язык – это язык оккупанта. Друзья, давайте называть вещи своими именами. Основная функция любого суда – это обеспечение законности и справедливости, а не языковые баталии, государственность и верховенство права. Вот что должно быть в приоритете, когда судебная власть демонстрирует одновременно неквалифицированность, игнорирование норм процессуального кодекса и явную предвзятость. У сторон процесса и общества есть полное право требовать отвода всего состава суда и передачи уголовного производства в другой суд. В Украине должны найтись судьи более высокой квалификации, которые способны рассмотреть такое сложное и резонансное дело строго в соответствии с требованиями национального законодательства и международных стандартов справедливого судебного разбирательства. Друзья, это очень важный момент. Мы не можем закрывать глаза на такие вещи. От того, насколько строго суды будут соблюдать даже самые, казалось бы, формальные процессуальные нормы, зависит судьба каждого человека, который попадает в орбиту уголовного процесса. С вами был юрист Валерий Табаков. Если у вас есть вопросы по этому делу, по статье 342 КПК или по другим процессуальным моментам, пишите их в комментариях. Я обязательно прочитаю и в следующих видео дам подробные разборы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с теми, кому важно знать свои права и требования закона. Чем больше людей понимают, как должен работать суд, тем сложнее
будет нарушать эти правила. Вы ведь не лохи, за каких вас держат, пытаются держать судейская коллегия Невойт, Баева и Эдер. До новых встреч, друзья. Следите за обновлениями. Будет еще много интересного и важного по этому делу.